Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что она задумала? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вы настолько истосковались по любви, вот настолько такие классные светлые карты у нас сразу выпали. Вот вы нацелены именно на светлое будущее. Вам хочется уже любить и быть любимым. Вам очень хочется встретить именно вот женщину, настоящую любовь. Не просто какую-то там временную забаву для развлечений, нет. Но опять же, есть такой момент, который вас ставит в тупик. Что это за момент? Почему вы не можете определиться? Смотрите, у некоторых могут проигрываться финансовые проблемы. Вот смотрите, с одной стороны, вы хотите, да, вы очень сильно хотите любви, отношений, семьи. Но с другой стороны, вот есть какой-то, как психологический барьер, вот преграда. Кому-то может быть страшновато, потому что есть страх предательства, есть страх того, что обманут, разобьют сердце, да. И вот эти вот страхи, они вас останавливают. Плюс еще у некоторых могут также проигрываться, поскольку это общий расклад, может проигрываться еще финансовая составляющая. Вот с одной стороны, вроде бы и хочется, да, семью, женщину, но вы понимаете, что есть некоторые материальные проблемы, которые надо решить, потому что любой здравомыслящий мужчина понимает, что, ну, как бы заводить женщину, как собачку, да, заводить, нужны какие-то финансовые вливания, да. Ну, даже в кафе сводить, там, я не знаю, в кино, куда угодно, ну, то есть все равно траты. То у некоторых может также проигрываться еще финансовая составляющая, что нужно подзаработать денежек, нужно как-то стать более твердо на ноги, потому что ну, реально могут проигрываться такие моменты, когда либо же проблемы на работе вот финансового характера, недоплата денег, да, у кого-то задержка денег, там урезание зарплаты, и вы, то есть, так адекватно понимаете, что семью вот вы четко не потянете сейчас, да. Опять же, делаю акцент, что это у некоторых могут проигрываться финансовые проблемы. Еще это вас останавливает от таких вот серьезных стабильных отношений. Так, далее смотрим. Что же за женщина пришла к нам на расклад сегодня, да? Какая же женщина пожаловала? И что она задумала, будем смотреть. Да, это дама из прошлого, с которой однозначно у вас случился разрыв, развод, то есть отношений нет. Вы сейчас на расстоянии находитесь и даже либо же очень редко общаетесь, либо же вообще стараетесь так десятой дорогой ее обходить совершенно, чтобы не пересекаться. Смотрите, дама очень большой манипулятор, манипуляторша вернее. Очень такая, ну, злая по жизни, злая, хладнокровная. Вот такие люди обычно, знаете, переступят через людей и пойдут дальше четко к своей цели. Да, с ней у вас были стабильные отношения, но сейчас их нет. Либо же эта семья даже проигрывается. Она вообще привыкла быть победительницей по жизни. Вот она как захотела, так и должно быть. Вот напишите в комментариях, есть такой момент или нет, что вот она так хочет, и все, это последнее слово ее. Вот она хочет, и значит вы должны это делать, да, вот как она сказала, должно так и случиться. Большая любительница вообще командовать людьми. Она вообще может даже быть, знаете, вот командный голос какой-то, тон какой-то приказной. Вот бывают женщины, когда в быту она не просит мужчину, а просто вот чуть ли не приказывает. Вот пойди налей там, либо пойди там кастрюлю поставь, да.
ну, таким вот командным тоном, что ей должны все подчиняться. И тем самым она, опять же, унижает своего мужчину. Есть и такой момент. То, что она манипуляторша, это однозначно. Манипулирует всеми и вся, везде вокруг. Я думаю, вы даже замечали периодически, что она, ну так, пытается вами манипулировать, но не всегда у нее получалось. Она такой человек, который, ну, она будет разрушать все на своем пути, если что-то не по ее. Причем вот даже, знаете, вот с возрастом, вот почему-то мне идет информация такая, что с возрастом как будто ее характер становится еще хуже, еще тяжелее. То есть с ней вот с годами, кто общается, ну как-то невыносимо общаться, либо же жить, да, вот с такими людьми очень тяжело. И энергетически может даже проигрываться, что вот тяжелая энергетика, с ней довольно тяжело находиться рядом, тем более жить. Очень такой непростой человек. Сварливый может проигрываться человек, да. Ну, то есть позитива я такого вот в ней не вижу. Так, смотрим, что же она все-таки задумала, да? Что же она хочет? Да, привыкла вот покорять, опускать, унижать. Человек, который четко идет к своей цели. Хотя, она даже вот пытается людям доказывать, что вот она такая вся правдивая, справедливая. Вот очень такая, знаете, она умеет втереться в доверие, умеет включить великую актрису. Ну, любительница настолько командовать. Она вообще как-то, вот знаете, живет, полагается на судьбу. Вот даже то, что вы разошлись с ней, она считает, ну, значит, так суждено было, значит, все, наша песенка спета, мы свое уже отыграли, да, наши отношения закончились и так далее. Смотрите, эту женщину вы не хотите вообще не видеть, не слышать однозначно. Вот как-то она вас настолько вот обидела, что вы хотите ее реально вот просто забыть, чтобы она вас оставила в покое и забыть как кошмарный сон. Вам уже другую хочется, но никак не бывшую, это однозначно. Смотрите, у нее сейчас проигрываются финансовые проблемы. Отношений я у нее не вижу стабильных, да, одноразовые мы не берем во внимание. Абсолютно я не вижу какой-то уверенности в завтрашнем дне у нее. Я не вижу счастья, хотя она очень хочет быть вся в шоколаде, да. Она хочет иметь полный достаток. Она хочет, чтобы ее задаривали подарками, кружили со всех сторон. Так. Да, вот у нее сейчас такой период, ну, не самый позитивный. Вот ей плохо. Может проигрываться и вообще какое-то состояние такое, ну, знаете, сродни депрессивному. Почему? Давайте вот уточним, с чем это связано. Ну, вот с любовью. Вот понимаете, у нее нет мужчины, как я говорила, отношений. Да, попадаются какие-то такие вот одноразовые. И то я бы сказала, что вот моложе нее попадается. Кстати, было уже недавно в раскладе, по-моему, да, что молоденькие мальчики, вот как-то она по мальчикам пошла. Вот и здесь та же ситуация повторяется. Вот у нее нет счастья в любви. Соответственно, я не вижу, чтобы она очень так много денег получала, чтобы ее это устраивало. И она как-то загрустила. Уж слишком она загрустила. И что же она задумала? Давайте смотреть. Вот у нее сейчас такой негативный период в жизни. Что же она задумала? Ей хочется любви. Вот на самом деле, вот хочется любви, а вокруг одни вот эти одноразовые мальчики. Вот хочется. Она как будто на распутье сейчас стоит. Вот именно эмоциональное, такое душевное у нее состояние очень плохое. У нее полно сомнений перед будущим. Что она от вас хочет, либо же захочет, да? Так, на расстоянии однозначно. Смотрите, а вы ей поможете. Она хочет, чтобы вы помогли ей вот именно материально. Смешно, конечно, но тем не менее. Но человек, ну пусть себя иллюзиями потешит. Вот ей хочется, чтобы вы принесли как бы ей
преподнесли, да, вот, денежку, подарки, чтобы вот вы, как и раньше, начали ее либо же содержать, либо помогать, да. Но это смешно, потому что, да, потому что ей тяжело, вот финансово ей тяжело одной. А поскольку вот она считает, что у вас деньги, в общем-то, есть и неплохие деньги, то она думает, что вы ее выручите. Вот она, знаете, вот может проигрываться ситуация, что она появится в вашей жизни, такая вся вот бедная, несчастная, поплачется, расскажет, что у нее там куча проблем и финансовые. У кого есть дети, она детей может как-то сюда еще приплести, через детей надавить попробует. Ну, то есть раскрутить она вас попытается. То есть у нее есть, по крайней мере, такая задумка, как-то появиться вот к вам именно через финансы. Вот в связи с финансами вот она хочет как-то появиться. Уже очень ей не хватает денег. Такая она любительница денег. Получится ли у нее что-то с вас взять? Либо же нет, конечно. Я думаю, если она даже появится, вы ее восвояси отправите, вы ничего ей не дадите, вы очень быстро ее раскусите. Поэтому, ребята, будьте бдительны, будьте внимательны, потому что у нее сейчас, вот да, она хочет, и она, вот у нее куча вариантов, на какой козе к вам подъехать, что такое придумать, да, вот какую сказку вам придумать. Вот есть такой момент. Однозначно, ей как-то, знаете, вот хочется, чтобы и в лицо грязью не упасть, чтобы уж прям сильно бедной несчастной не показаться в ваших глазах, но тем не менее, чтобы вот вы ее пожалели, чтобы вот вы финансово ее пожалели. А еще лучше купили что-то, понимаете? Поэтому будьте осторожны, будьте бдительны. Тем более уже, по-моему, тоже не один раз у нас проигрывалось в разных раскладах, что вот она собирается вот именно как-то и детей подключить сюда, и именно с каким-то обманом, с хитростью подлезть, чтобы получить какую-то выгоду финансовую. Потому что, ну знаете, вот опять же, если женщина несчастна, да, вот почему-то она начинает вспоминать именно мужа своего. Вот мужа, с которым когда-то было хорошо. И она думает, что после тех скандалов, после тех предательств, обманов, после всего, что было, и этот ее муж, который когда-то ее любил, да, он должен бросить все, кинуться, спасать и помогать, да, то есть такие женщины, они даже не задумываются о мужских чувствах, о том, что их опустили, их обидели, вообще ни о чем не думают. Вот главная у них цель – получить деньги, получить какую-то выгоду, да, потому что просто рядом никого нет, чтобы обеспечивал. А здесь есть, ну что, есть же такой влюбленный товарищ, ну когда-то влюбленный, я имею в виду. Ну, тем не менее, обычно на отказ такие женщины могут напороться на отказ, потому что, ну, мужчины тоже ведь все прекрасно видят и понимают, да. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, да. Вот если бы бывшая к вам начала клинья подбивать, и помогали бы вы ей финансово или нет. Конечно же, бывают ситуации, когда, ну, реально, да, вот реально человек, там, я не знаю, смертельно заболел, либо же еще какие-то там серьезные проблемы, либо же без работы остался, там, без копейки хлеба. Ну, тогда еще можно, да, чисто по-человечески дать там на продукты какую-то сумму. Но чтобы просто так вот через чьи-то хотелки, через ее прихоть, да, вот она хочет, чтобы ее кружили, и все должны ее кружить. Ну, такого не будет. Это однозначно вы ничего не дадите. Поэтому будьте осторожны, будьте бдительны. И вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!